В эфире «Вести», воскресный выпуск. Очередным подтверждением того, что желание Обамы изолировать Россию так и останется несбыточной мечтой, стала молниеносная готовность целого ряда государств обеспечить альтернативные поставки продовольствия в России. Среди желающих заменить политизированных западных поставщиков страны Южной Америки – Уругвай, Эквадор, Парагвай, Чили, Бразилия, где, помимо прочего, производят и среднемагистральные лайнеры Embraer, готовы компенсировать потерю Боингов для попавшей под санкции авиакомпании «Добролет». Радикально нарастить сотрудничество с Россией готова и Аргентина. Ей сейчас это самой жизненно необходимо, чтобы спастись от фондов стервятников, которые загоняют страну в дефолт. И шанс на спасение Аргентина видит именно в новом партнерстве с Россией. Из Латинской Америки репортаж Аси Емельяновой. В XIX веке за цены на старейшей в мире аргентинской бирже отвечала «Роза ветров». Вот она, в золоте, в главном фойе. Дуют попутные, значит, корабли с товаром на подходе, можно торговаться. Сегодня котировки падают от слова «дефолт». Минус, минус, минус. Что, все плохо? Ты бедный, когда ты в минусе, богатый, когда в плюсе. Минус, 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 да. Но нужно продолжать работать. Это очень особый момент. Будет дефолт или нет, платить ли фондам-стервятникам. Пока все это обсуждается, обстановка не в пользу Аргентины, она отрицательная. Аргентина, конечно, в минусе, но еще хуже индексы американские. Брокеры сняли галстуки, замерли, в фойе играют в шахматы. С таким урожаем зерна 160 миллионов тонн. Аргентина может ничего не бояться. Вот они, подушки безопасности. Самые надежные банки. Эти белые мешки пролежат в полях хоть 2 года. Пшеница, ячмень, соя. Страна в тройке ведущих экспортеров мира. Сделано в Аргентине. Вот оно, настоящее аргентинское чудо. Мешки для хранения зерна. Их придумали 20 лет назад, когда сбор зерновых скакнул в 3 раза. Урожай нужно было где-то хранить. Состав секретный. Китайцы пытались клонировать, бесполезно. 3-слойный пластик защищает и от солнца, и от холода. В Краснодарский край начинают завозить. Это была едва ли не самая важная аргентинская революция – переход на технологию прямого посева. Вот идет трактор с сеялкой. А это, если повернуться, то, что остается после того, как он прошел – непаханное поле. 40 лет назад, когда по поручению Минсельхоза Институт агротехнологий разработал инновацию и предложил землю не трогать, в это мало кто верил. Прорезали, положили семя, уплотнили и закрыли. Слушай, ну русскому трактористу покажи эту машину, он не поверит, что... Ну, говорят факты. Теперь страна собирает 3 урожая за 2 года. Сейчас здесь зима, озимые посеяны, после них будет соя. Ростов, Краснодарский край и Воронеж все чаще приезжают стажироваться. Брали анализы. Аргентинская земля очень похожа на наш чернозем. Это соломенная шапка, которая остается после уборки урожая, защищает землю от солнца и от обезвоживания. Перестав вспахивать, мы перестали разрушать самый плодородный верхний слой. Единственное, что никогда не хватало Аргентине – фосфора, азота и калия. Свое сельское хозяйство Аргентина подняла на наших удобрениях. Это главное, что импортирует сегодня Буэнос-Айрес из России. Техника аргентинская едет в Ростов. Из России сюда приезжают в Аргентину наши удобрения. Еще и коров туда везем. И коров еще везем в Россию, да? Транспортными самолетами. Да. 100 коров отправят для развода в Ростов. Климат подходит. Порода из Британии, но аргентинцы разбавили кровь канадской. Холодов ангус не боятся. Но корова это не главное. Мясо, судя по политической ситуации, может стать экспортным продуктом номер 1. В Россию полетит говядина высочайшего качества. В мясе мало опасного жира, потому что они едят натуральную пищу, пасутся на пастбище, а вкус мяса лучший в мире. Будто знали заранее. Весь 2013 год 2 страны готовили протокол о начале поставок премиальной говядины. Подпишут на днях. Аргентинские производители изучили санитарные нормы, согласованы таможенные формальности. Осталось просто расширить список. В сентябре согласуем в Москве, обещает президент консорциума по экспорту аргентинского мяса. Мы уже поставляем вырезку высокого качества, тонкий стейк, высокий стейк, филе. Ну, а возможности увеличить экспорт есть? Вы можете наш рынок удовлетворить? Не дадите России умереть с голоду, как многие сегодня боятся?
Non moriremo da fame. Нет, для нас это очень интересный рынок. Мы проводим кампанию по продвижению аргентинского мяса и начали ее с исследования, как жители России привыкли есть мясо. Вырезку, что мы отправляем, нельзя готовить в кастрюле. 10 минут с одной стороны, 10 с другой и на стол. Так готовят знаменитый ангус. Вместе со стейками в Россию прилетят и аргентинские повара делиться опытом. Кроме говядины, Аргентина готова поставить любое мясо, кроме свинины. Свинину повезут из Бразилии. Россия на днях сняла все ограничения на экспорт. Оттуда же и среднемагистральные эмбрайеры, которые могут частично заменить аналогичные Боинги на российских линиях добролета, попавшего под санкции. Бразилия поможет еще и тропическими фруктами. Бананы и свинина. Их из Бразилии импортирует и сам Буэнос-Айрес. Остальное все есть. И все свое. Груши лучше из Патагонии, помидоры из провинции Сальта. А все аргентинское. Помидоры, картофель. Аргентина что, все производит? Ну вот только лук у тебя в руках с Востока, но мы его адаптировали, и он прекрасно прижился и растет у нас. В списке продуктов, которые пойдут на наш рынок, почти все позиции, которых лишился Евросоюз, скандинавские страны и Новая Зеландия. Им тяжелее всего будет терять рынок сливочного масла. Но здесь Россия опять осчастливит Аргентину. Масло, сухое молоко и сухие сливки. Производители готовы начать поставки незамедлительно. 14 провинций готовы работать. Есть много фруктов, которые мы готовы без проблем начать поставлять. С овощами сложнее, там другая обработка. Потом есть картофель, сладкая тыква, яблоко. К нашим яблокам и грушам Россия привыкла. С остальным будем искать новые коммерческие возможности. К бурным переговорам, скачку товарооборота Аргентину и Россию подтолкнули США. Две страны на этой неделе как никогда друг друга понимали. Буэнос-Айрес отреагировал на попытку обвалить свою экономику, Москва на санкции. Судя по всему, продовольственные контракты потянут за собой приток инвестиций, в которых Аргентина так нуждается, и проекты. Вот они все. В новом парке Технополис. Буэнос-Айрес ставит на развитие нефтяной отрасли, био, нанотехнологии и космос. Развитому миру Аргентина выгодна только как кладовая продовольствия и натуральных ресурсов. Мы считаем, что это не гарантирует улучшение качества жизни населения, и поэтому всерьез нацелены на включение технологий для добавления стоимости экспортным продуктам. Поэтому союз с Россией является стратегическим. Он позволил бы нам получить доступ к третьим рынкам. Это позволяет, учитывая технологическое развитие России и Аргентины, укрепить нас на международной арене. Плохие новости из США приносят перспективы и контракты. В 21 веке Аргентина открывает для себя новые экономические закономерности. Чем бы ни закончились тяжелые переговоры с американскими фондами-стервятниками, страна в плюсе. Ася Емельянова, Сергей Рубанов. Вести, Аргентина.